Всем привет, с вами Михаил Гаджетоман, и те, кто подписан на мой канал, уже наверняка заметили с первых секунд этого видео, что у меня на руке новые часы, и именно о них мы сегодня поговорим. Хочу сделать не просто обзор этих часов. Дело в том, что часы немножко, как для меня, они немножко уникальные. Уникальные в том, что когда я решился, то есть я определил модель и хотел их купить, я просто не смог купить их в Украине. Существует версии этих часов, этой модели, последняя, которая вышла от компании Mavoi, с GPS и LTE плюс GPS. Вот с GPS проблем нет. Часы продаются у нас довольно свободно, чуть ли не в каждом магазине. И цена порядка там где-то около, наверное, $150, если не меньше. Вот. На OLX можно купить еще дешевле. Но я решил идти дальше, и меня заинтересовала версия с LTE. Почему с LTE, я вам объясню чуть-чуть позже. Я не могу удержаться, чтобы не показать распаковку, поэтому я сделаю вид, что у меня часов нет. Я их сейчас положу в эту коробочку, и мы с вами вместе распакуем, посмотрим, что внутри. Коробка поставляется вот в таком вот виде. Значит, изображение часов. Wear OS от Google на борту. Модель поддерживает сотовую связь и стандарт LTE. Сразу о характеристиках, которые вот на задней панели. Это опять-таки Wear OS, самый последний процессор для смарт-часов Snapdragon 4100. До 72 часов держит батарея в обычном режиме и 45 дней в режиме сохранения энергии. Мы дошли до самой интересной фишки этих часов. Это двойной дисплей. Об этом я расскажу позже и покажу, как это выглядит. Измерение пульса, Google Assistant, больше 1000 watch faces, это понятно, циферблатов, сотовая связь, IP68 защита, то есть можно купаться до метра, по-моему, если мне не изменяет память, где-то полчаса до метра погружения воды. Запись больше 10 видов поддерживаемых тренировок, оплата через NFC Google Pay и встроенный GPS. Это основные характеристики. На обратной стороне то, что есть у нас в коробке, это часы, кабель и инструкция. Ну и плюс всякие тут имеи, серийные номера и, собственно, все. Теперь смотрим, что внутри. Открываем коробку и, конечно же, нас встречает, нет, не часы, а только инструкция. И внутри, конечно же, красавцы, вот такие вот часики. Вот так они красиво выглядят. Очень добротно, сразу скажу. Вот. И еще, что мне нравится, они не вынимаются с этой штуки. Вот. Сейчас мы их попробуем вынуть. Значит, кабель. Кабель хитрый. То есть здесь у нас USB, а здесь у нас вот такая вот площадочка, которая, сейчас я не могу показать, подключается контактом сзади. Ну и, собственно, макулатура. Customer Care, компания Mavoi, Benefits, чего-то тут гарантийный талон на китайском. Идет в комплекте защитное стекло. Кстати, еще не распаковывал. Не люблю я вот эти всякие нашлепки на переднюю панель, всякие стекла, пленки и тому подобное. Я считаю, что товар должен быть, если он хорошо сделан, он должен быть вот в таком вот и первозданном виде, и никаких чехлов и пленок.
Все, на этом распаковка все. Не все, пардон. Надо же ближе рассмотреть все-таки часики. Так, часы. Ну, я, наверное, в этом месте лучше запущу какой-то рендер, съемку поближе, да, но в комплекте идет вот такой вот ремешок. Кажется, что это кожаный, на самом деле это силикон, но он прошит, видите, вот таким вот тканевой такой ниткой, и выглядит реально как какой-то кожаный и добротный, в принципе, по виду. Я думаю, что выглядят не хуже, чем гармины. С задней стороны у нас датчики пульса. Кстати, а почему я не про пульсоксиметр ничего не сказали? То есть датчики пульса и пульсоксиметра, датчик, то, что часы находятся на руке, потому что если вы их снимаете, то нужна какая-то защита, либо пин-кодом, либо графический ключ. Если у вас украдут, естественно, часы могут использоваться для оплаты через NFC с какого-либо терминала. Я думаю, вам не надо, чтобы снялись ваши деньги, поэтому идет защита по пин-коду. И вот этот вот контактная площадочка, да, по подключению. То есть вы вот так вот положили, оп, и они заряжаются. Да, сразу скажу, не хватает здесь беспроводной зарядки. Выглядят они как будто цельнометаллический корпус, но на самом деле это не так. Весь корпус, он сделан из пластика. Но вы абсолютно этого не чувствуете. Из металла сделаны только кнопки, вот эти, да. Вот кнопки. Кстати, вот уже запрашивает пин-код. То есть из металла сделаны кнопки и вот этот безель. Я не могу сказать, что это безель, потому что, ну, как правило, безель должен проворачиваться, как, например, сделано на Samsung. Но вот эта металлическая накладка, она металлическая. Но выглядит как единое целое, и по качеству сборки я считаю, что здесь абсолютно никаких проблем нет. Это просто идеально. За такие деньги сумма будет ниже, за которую я покупал, и ссылочка на продавца тоже будет в описании обязательно. И когда смотришь на технические характеристики и описание их на коробке, да, ты понимаешь, что Mobvoi компания, которая, ну, очень скромная. Она не написала о куче киллер-фич этих часов. Ну, например, ничего не сказано про количество памяти, хотя в этих часах 8 гигабайт встроенной памяти. Этого, я думаю, с головой хватит для загрузки всех нужных приложений на часы, в том числе и музыки, которую вы можете слушать через гарнитуру, подключенную по Bluetooth к этим часам во время утренней пробежки. И 1 гигабайт оперативной памяти. Часы, учитывая то, что 4100 Snapdragon стоит здесь, да, и VR 2.0, кстати, об этом тоже ничего не сказано, VR 2.0, VR OS 2.0, последняя операционка от Google, они просто работают абсолютно без всяких задержек, и никаких проблем ни с меню, ни с программами абсолютно никаких нет. Все работает очень шустро и быстро. Кроме того, вот этот двойной дисплей я хочу вам сейчас показать, как он работает. Значит, смотрите, сейчас работает основной дисплей, да, то есть дисплей AMOLED, кстати, тоже за разрешение ничего не сказано, хотя там AMOLED экран 454 на 454 пикселя. Это практически то же разрешение, что и у флагманов Samsung, Huawei и прочих смарт-часов. Именно
премиум сегмента. Здесь у нас мы говорим о бюджетном варианте, но качество экрана очень-очень зачетное. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда себе покупал, что будет настолько красиво. По поводу Dual Display, то есть еще раз я расскажу, вот сейчас работает Dual Display, но если вы, например, у вас надето на руку, вы хотите в дежурном режиме, то есть посмотреть время на других часах, вам нужно было просто как бы поднять руку и посмотреть. Здесь вы можете даже не поднимая, видите, вот этот дисплей жидкокристаллический, он идет как подложка над AMOLED дисплеем. И его прекрасно видно вот под определенным углом. Он хорошо виден при ярком солнце. Даже бывает такое настолько яркое, что я не вижу AMOLED, но время, вот основные параметры, то есть день, время, шаги, там секунды, заряд аккумулятора, и во время тренировки он еще отображает тоже данные по тренировке. Если вы бежите, количество шагов, время и расстояние, скорость, это все отображается на этом дисплее. То есть поворотом вот так вот часов, да, то есть руки, поворотом руки, будем считать, что это надетый, да, поворотом руки, он опять вернется на AMOLED экран. И здесь же есть куча циферблатов встроенных, плюс те, кто имел раньше дело и знает, что такое Android в часах, понимают, что любые циферблаты можно скачать из интернета, из Play Store, либо сторонних всяких приложений в виде приложений, либо АПКшки через Android смартфон. И, наверное, сейчас я как раз должен перейти к моменту, как работа с различными операционными системами вашего смартфона. Если эти часы работают в паре с Android, то вы можете звонить по ним и принимать звонки. То есть здесь есть встроенная звонилка, да, и динамик и микрофон. Естественно, когда кто-то вам звонит на телефон, вы можете не поднимать телефон и отвечать и звонить просто, отвечать и говорить просто по часам. В версии, то есть если вы подключаете часы к iOS, то такой возможности у вас не будет. То есть вы видите, что принимается звонок, с какого номера, от какого человека, если он занесен у вас в контактную книжку, да, то вы можете просто принять, но звонок у вас будет все равно идти через телефон. Это, конечно, огромный минус для меня, но я готов с этим смириться. Я дальше расскажу, как я с этим, собственно, решил жить. Кстати, подключаются часы буквально за 1 минуту. Ничего не нужно делать. Как с Android я попробовал, так и с iOS. Подключаются абсолютно без всяких багов, лагов, задержек и тому подобное. Они подключаются. Я чуть-чуть позже расскажу и покажу, как подключать их к вашему телефону. Но подключаются очень быстро и происходят все обновления. Кроме того, в часах, кстати, о киллер-фичах. Здесь же есть еще Wi-Fi, есть еще Bluetooth. Здесь есть еще LTE, это огромная фича и для меня, по крайней мере, сюда можно зашить электронную сим-карту, которая в простонародье называется eSIM, и у вас еще будет дополнительный номер, вы вообще можете пользоваться без телефона, только сами часы. Вот, в принципе, для этого я их и брал. То есть я говорю о такой автономности этого устройства даже без привязки к телефону. По крайней мере, есть интеграция, синхронизация с Гуглом, интеграция с почтой, Gmail, всеми гугловскими сервисами, что еще надо, потому что и смартфон-то как бы любой, да, вот у меня и этот iPhone, он точно так же синхронизируется с Гуглом, то есть уже как-то получается, что часы входят в этот environment, да, то есть это окружение, которое, даже если у тебя Apple'овское окружение, то эти часы отлично впишутся туда, да, ну, за маленьким минусом, ну, не будет звонков оттуда, но ты сможешь звонить через встроенную сим-карту. Как подключиться на iOS, в частности, да? Как подключиться на iOS? Значит, скачиваем мы приложение, которое так и называется Wear OS by Google.
открыть, настроить, принять, разрешить, включить, разрешить. И ждем соединения с часами. Ну, поскольку они уже раньше у меня были соединены, могут быть такие задержки, как вот в виде того, что они уже где-то прописались в Bluetooth телефона, и нужно и просто этот Bluetooth перезагрузить. Так, и после того, как мы начали соединяться с приложением Wear OS, выбираем, нам Google подбросит, какой аккаунт. Окей, подбираем. Идет такое копирование аккаунта на часы, то есть переносятся основные данные, ваша электронная почта, ваши настройки, заметки, вас обязательно спросят пароль от аккаунта. Пароль, календарь, разрешить, уведомление, разрешить, местоположение при использовании. И мы вышли на главный экран от этого приложения Wear OS. Уведомления. Выбираются уведомления приложений, которые будут показываться. Выбор календаря. Ну, в данном случае я не Apple пользуюсь, я пользуюсь именно гугловским календарем. И все это время еще идет синхронизация. Google Assistant. Google Assistant на iPhone не работает. То есть он пытается скачать ассистент OK Google, и App Store ему не дает это сделать, поэтому OK Google не работает. Это уже нехорошо. Настройки конфиденциальности. Тут общая информация. Батарея часов полезная штука, которая показывает, какое приложение сжирает аккумулятор на ваших часах. Кстати, вот я пока не разобрался, вот это другое, я не знаю, что такое, 13%, оно жрет больше всех. Если кто знает, можете сказать. То есть это приложения, которые у меня сейчас установлены. Как правило, это Wear OS, сама система Android, Bluetooth, Mail и тому подобное. Остальные настройки, ну, это такие ключевые. То есть здесь можно выбрать циферблаты. Да, то есть, например, я хочу какой-нибудь вот такой беленький. Раз. Просто нажал и... Как работает сотовая связь именно в часах? Здесь установлена eSIM, как я уже говорил, да, это электронная сим-карта, не физическая, а электронная. Она просто прописывается как QR-код. Я вам покажу чуть-чуть дальше, как это происходит, процедура активации. Вот. Кто-то звонит вам на ваши часы, просто нажали кнопку, нажимают ваш номер, и вот так вот, видите, как лихо часы отвечают. Вы можете либо принять и говорить по часам. Сейчас я к микрофону их поднесу. Вот. Так, слышно, наверное. То есть слышно, даже идет акустическое эхо. Слышно достаточно громко. Вы можете во время звонка либо даже открыть кнопочки, если вам надо что-то донабрать, либо сделать громкость, либо удержание, либо отключить микрофон и тому подобное. То есть полный функционал часов. Кроме того, естественно, это весь функционал, кроме того, весь функционал не ограничится только телефонной связью. Естественно, мобильная передача данных LTE, 4G,
то есть абсолютно спокойно на часах работает. Еще я хотел обратить ваше внимание, если вам понравились эти часы и вы хотите себе купить, что вариант с поддержкой мобильной связи, то есть LTE-версия, они все залочены, продаются в Китае, продаются залоченные на мобильных операторов, на два мобильных оператора. Есть версия залочена на компанию Verizon, американскую, и вторая залочена на Vodafone Европа. Это Германия, например, там Испания и United Kingdom. Вот. Так вот, чтобы часы работали у нас в мобильной связи, вам именно нужно часы с поддержкой именно Vodafone. Не пугайтесь слова залоченные, они действительно залоченные, и вы не сможете так просто из коробки взять, использовать, сразу вставить туда, ну вернее как подключить eSIM и использовать ее для мобильной связи. Вам надо обязательно их вначале разлочить. И здесь я хочу вот небольшую инструкцию дать, как это сделать, потому что я подозреваю, что будет очень много вопросов, и действительно эта тема очень актуальна. Часы ходовые, часы очень популярные стали в последнее время, особенно тех, кто не дождался по нормальным ценам Samsung какой там 4, да, и Honor, и Huawei 3. Вот, то эти часы, они считаются хоть и по цене бюджетные, но вы видите, что функционал очень-очень приличный. Что же нужно, чтобы разблокировать? То есть, если вы купили эти часы, мобильная связь с коробки работать не будет. То есть, все будет работать у вас, кроме мобильной связи. Для этого вам надо купить, вот, например, вот такой вот стартовый пакет мобильной связи Vodafone. Это Vodafone UK, может быть Vodafone Германия. Я рекомендую все-таки UK, стартовый пакет. Даю намек сразу, где купить стартовый пакет. А стартовый пакет вы покупаете в тех конторах, тех фирмах, которые занимаются travel-симами. Travel-симы давно у нас уже есть на рынке, и в России, и в Украине. Это карточки, которые удобно пополнять и имеют дискаунт, скидку для звонков где-то в роуминге. Вот у них я и купил вот такой вот бандл, да, здесь в комплекте как бы идет физическая, я не говорю про eSIM, не перепутайте, именно Что это было? Это был свет, он у меня пропал. Момент. Да, извините, маленький дисконнект. Еще раз, вот такой пакет с физической картой, то есть внутри находится обычная сим-карта. Тут и нано-сим, и микро-сим, то есть все в одной, но это физическая сим-карта. Она нужна именно вот для активации, то есть при запуске вы можете пользоваться часами до того момента свободно, пока вам не захочется мобильной связи. Для мобильной связи на часах вы покупаете, ищите вот такой. Первый вариант, я уже говорил, это Travel Sim фирмы. У них есть, ну, могут быть, либо надо поискать, конечно, я не сразу нашел. И второй вариант, это eBay. На eBay точно есть, 100%, стоит такой порядка, ну, в Украине 200-300 гривен получится где-то с доставкой, да. Пакет активировать не нужно. Как происходит процедура включения eSIM на часах? Вы вставляете вот эту сим-карту физическую в телефон, перегружаете его. Нужно, чтобы обязательно в списке, ну, то есть у вас была одна только сим-карта. Если у вас телефон поддерживает две, это не пойдет. Нужна, чтобы только была одна сим-карта, вот эта водофоновская. И телефон ее увидел. Пополнять ничего не надо, платить деньги, то есть то, что главное, чтобы телефон увидел, что это водофоновская карта. Больше никаких действий с картой делать не надо. Вы сбрасываете часы до заводских настроек, ну, на самый сброс, таких, как вы купили, как будто вы их только что купили, да, до самого начала. Перегружаете телефон и настраиваете
ставите то есть открываете программу Wear OS на телефоне, и у вас появляется вот такой вот пункт с разделом «Мобильные сети», и дальше вы заходите в него, появляется окошко для сканирования QR-кода. То есть вы фактически уже готовы к включению eSIM в часах. После этого вы можете, если вы до этого еще не сделали, заказать eSIM у любого своего оператора. Ну, например, в Киеве 3 оператора основных, которые поддерживают eSIM, это Kyivstar, Vodafone и LifeCell. Я взял на пробу попробовать eSIM и от LifeCell, и Vodafone. Остановился на LifeCell, там дешевле процедура, просто через сайт заказываешь этот eSIM, как обычную услугу, и буквально в течение минуты вам приходит вот такой вот PDF-ник, на котором написан ваш номер. Причем у LifeCell, что удобно, я даже не знал, что можно выбрать вот так вот в онлайне номер. Это просто супер. Вот. Это все предоплаченная связь, никаких контрактов не надо. Вы как бы оформляете новый номер, но в виде eSIM. Вам приходит PDF-ник с QR-кодом, вы просто сканируете телефоном, вот вы заходите в это меню с поддержкой, сканируете, и проходит там буквально секунд 30, пишется, что мобильная сеть настроена на часах, и все. Фактически ваш номер уже привязан к карточке. Причем этот номер, даже если вы сбросите часы, номер все равно и мобильные настройки все сохранятся. Естественно, лучше на всякий случай этот QR-код оставить и не выбрасывать его, мало ли что случится. Но я просто акцентирую внимание, чтобы вы не боялись, что если вы сбросите часы на заводские настройки до самого-самого конца, что собьются и настройки eSIM. Нет, они все останутся, и водофоновская карточка вам не пригодится. Вернее, она пригодится вам в случае, если вы захотите поменять оператора и заказать новый номер eSIM. Кстати, номер eSIM, в отличие от телефонов, только один поддерживается в часах. То есть нельзя там до десятка или сколько, я не знаю, в телефонах этих номеров eSIM иметь. В часах только одни. То есть каждый раз, если вам не понравился, или, например, вы поехали куда-то в отпуск, взяли, то есть, ну, понятно, в часах, поехали в отпуск, купили eSIM у местного оператора, это опять-таки это 2 секунды дела, заказать, оплатить онлайн и получить по почте PDF-ник с QR-кодом, потом поднести телефон, отсканировать этот QR-код, и у вас опять новый номер, причем уже в роуминге. Это, я считаю, очень удобно для путешественников, для тех, кто ездит в туризм и надо поговорить. Или даже не поговорить, но я, например, вот планирую тоже ехать, и мне нужно мобильные данные, то есть мобильный интернет, потому что Wi-Fi, вы сами понимаете, не везде, а мобильные данные очень даже нужны. Иметь под рукой почту, хотя бы даже не потеряться, вы поставите Google карты на часы и сможете спокойно ориентироваться, используя мобильные данные и eSIM. Если вы внимательно смотрели это видео, я думаю, будет все понятно. Если нет, обязательно пишите в комментариях, все ли понятно, интересна ли вам эта тема, потому что, ну, по видео, которые я получаю в других девайсах, очень много вопросов возникает. Естественно, я на все отвечаю с удовольствием. И надеюсь, и это видео вам пригодится. Я рекомендую эти часы 100%, как замену даже не бюджетным, а повыше классом часам, да, таким как Huawei или Samsung, смарт-часам именно, потому что здесь все-таки есть операционная система, в отличие от предыдущих, которые у меня были, Honor Magic Watch 2. Здесь уже операционная система. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много интересных
вещей, о которых я расскажу, умных вещей. И вы понимаете, что в наше время фактически количество их продолжает расти, и зрители, я ощущаю по себе, что задают очень много вопросов. Ну, я с удовольствием, конечно, отвечаю на. Ну, наверное, на этом все. Часы настроены, я, пожалуй, их обратно одену себе на запястье. Вот. И буду ждать ваших лайков и подписок. Всем пока. С вами был Михаил Гаджетаман.